Ребята, снова здравствуйте. В продолжение темы стук двигателя QG18DE автомобиля Nissan Wingrow 2003 года, рестайлинг, бензиновый двигатель, коробка автомат, полный привод. В данном видео сейчас будем производить замеры давления масла в двигателе. Сейчас двигатель холодный. Итак, производим запуск. Вы слышите звук. Смотрим давление масла. Давление на холодную где-то между 3,5 и 4 бар. Это получается 0,35 мегапаскалей. В районе 4-го цилиндра стук. Сейчас почти рабочая температура. И давление масла, мы видим, начинает падать. Потихонечку двигатель возвращается к холостым оборотам. Посмотрим дальше. Сейчас также произведем снятие ошибки. Проверим, что это за ошибка с помощью кабеля OBD3 и посредством нетбука через интерфейс к TQ3. Ну вот, запустилась программа TQ3. Мы видим, что двигатель на рабочей температуре 84 градуса, напряжение 14,3, температура воздуха на впуске 17 градусов, угол опережения меняется, напряжение на датчике кислорода тоже меняется импульсами, кратковременные топливные коррекции тоже меняются в пределах нормы допустимой. Коррекция угла опережения зажигания 0.
700 оборотов в минуту в данный момент. Меняется 712. Датчик МАФ. Это ДМРВ, датчик расхода массы воздуха. Напряжение 0,34. Но тоже меняется в зависимости от оборотов двигателя. Лямбда зонд показывает, что смесь обогащенная. Это датчик О2, 0,36 позиция. То ободненная, то обогащенная. Сейчас мы проверим, что же за ошибка у нас. Итак, у нас одна ошибка в данный момент. Это неисправность первичной системы зажигания, коммутатор номер 5. 1320. Я знаю, это причина в контакте первой катушки зажигания. Сейчас мы ее уберем. Все, в данный момент мы убрали ошибку. Все, ошибок нет. Еще раз проверим параметры. (83 градуса) температура двигателя, напряжение в норме, топливной коррекции в пределах нормы, обороты двигателя 675, 687, напряжение на МАФ датчике 1,2. Итак, продолжаем измерять давление масла в двигателе QG18DE. По параметрам двигатель в рабочей температуре. Обороты двигателя 675. Потому что нету нагрузки. Сейчас я включу нагрузку в виде габаритных огней и ближнего света фар. В данный момент я подключил габаритные огни. Обороты поднялись до 700. Подключил ближний свет фара, обороты опять же понизились. Но держит в пределах нормы холостых 700. Как вы слышите, к стуку двигателя прибавились еще стук работы форсунок газовых. Ну и давление сейчас 1,5 бара. Если перевести это в мегапаскали, это будет 0,15. 0,15 мегапаскалей. Давление масла на рабочей температуре при холостых оборотах 0,15 мегапаскалей. Это 1,5 бара. Сейчас по датчикам мы видим 90 градусов рабочая температура двигателя. Топливной коррекции также в норме.
Обороты 700-712. Датчик кислорода 1,215-315. Сейчас проверим давление масла при такой температуре на холостых оборотах. Давление масла при 90 градусах мы видим 1,25 бара. Это 0,12 мегапаскалей. 0,12 мегапаскалей. 0,12 мегапаскалей. Смотрим, что дальше будет. На данном двигателе электронная дроссельная заслонка, поэтому нет возможности замерить на повышенных оборотах, то есть на 2000. Заснять не получилось, но при 2000 на данной температуре давление 3 бара. Это 0,3 мегапаскаля. По мануалу на холостых 0,07 мегапаскалей, а при 2000 0,28 мегапаскалей по мануалу. На данном двигателе на холостых мы видим 0,12 мегапаскалей и 0,30 при 2000 оборотов. То есть пока мы наблюдаем номинальное давление масла в двигателе. Еще раз напоминаю, что стрекот идет из-за газовых форсунок. Если мы сейчас отключим газовые форсунки, то отчетливо стук в нижней части двигателя будет продолжаться прослушиваться. Это работа на бензине. Это, как вы поняли, переключение на газ. Давление масла в двигателе от этого не меняется. По данным можно отследить исправность датчика МАФ при выключенном двигателе. Показывается 1 вольт 0,25. То есть в пределах нормы. Главное, чтобы не 1,01. Вернее 1.1. Если 1.1, то уже есть повод задуматься о исправности МАФа. Давление масла при 94 градусах рабочей температуры. — 1.10 бар. Если перевести в мегапаскали, 0,11 мегапаскали. При 98 градусах почти 1 бар. Дождались таки мы включения Карлсонов на температуре 102. Сейчас они
Итак, температура рабочая двигателя 98 градусов. Давление двигателя показывает 1 бар. Переводим в мегапаскали, это 0,1 мегапаскаль. По мануалу давление двигателя на рабочей температуре при холостых 0,07 мегапаскалей. Это примерно 0,7 бар. В данном случае мы видим 1 бар. Это 0,1 мегапаскаль. Давление двигателя, давление масла двигателя в норме. Итак, что мы имеем по данному двигателю? В рабочей температуре давление масла в двигателе мы видим 1 бар, это 0,1 мегапаскалей на холостом ходу. Замеряли компрессию на данном двигателе. Компрессия составляет в первом цилиндре 1,3, во втором 10,9, в третьем 10,5, в четвертом 11,2. Цепь почти новая. Гидронатяжитель вышел чуть меньше сантиметра. Тяговитость у этого двигателя хорошая, динамика хорошая. Вот один нюанс, это стук. Возможно ли из-за того, что данный двигатель прошел 60 тысяч на газу, может ли быть такое, что пальцы стучат в четвертом цилиндре из-за того, что двигатель работал на газу? Оставляйте комментарии внизу видео, ставьте лайки. Всем пока!